В мире мужских стрижек все устали от забритости и переходов. Чтобы иметь индивидуальный стильный образ, нужен абсолютно другой подход. В этом видео я, Влад Чибис, тренер школы Деметриус и тренингового центра Двиг, покажу, как добиться этого результата, используя разные приемы создания текстур. Поехали! Перед тем, как создать форму, я сделаю предварительную филировку, чтобы разрядить излишнюю густоту. После предварительной филировки я приступаю к созданию формы. Форма в данном случае будет сделана в квадратуре. Создание плоскости я начинаю с ребра жесткости. Затем контрольный коридор. И вся плоскость. Далее я приступаю к оформлению краевой с эффектом отросших волос. Для этого я буду использовать бритву. Бритвой всегда работаем на влажные волосы. Второй висок я простригаю аналогично. Дорабатывать буду на сухие волосы. Затылок я стригу по аналогии с висками. Ребро жесткости, контрольный коридор, вся плоскость. Дорабатывать буду на сухие волосы. Перед сушкой обязательно нужно пробрить вихры вдоль краевых линий на затылке. Приступаю к доработке. Для доработки буду использовать метод слайсинга, соблюдая квадратуру. Чередуя приемы слайсинга и пойсинга, я добиваюсь подвижной легкой текстуры, которая облегчит лежание всей стрижки. Приступаю к стрижке теменной зоны, предварительно хорошо размочив проборы. Всю теменную зону я буду постригать в квадратуре, оттягивая все пряди в одну плоскость. Работать буду с зубчатым срезом. Челка в данном случае будет короткой. Стричь я ее буду прядь на прядь в нулевой оттяжке бритвой. Шаг пробора примерно полсантиметра.
Соединять теменную зону с висками и затылком буду бритвой. Перед доработкой лицо лучше закрыть защитным экраном, чтобы было комфортно работать. Доработку начинаем с глубокого позднего, чтобы текстура была подвижной, динамичной и легкой. Обратите внимание, ножницы в момент среза в данном случае находятся параллельно волосам. Челку я дорабатываю зубчатым срезом. Чтобы расставить акценты в текстуре, в завершении буду пользоваться методом выщипа. Теперь приступаю к бороде. Для финишного сочного эффекта я сделаю камуфляж головы и бороды. Делая камуфляж, надо понимать, что процентность седины должна быть не больше 40%, иначе камуфляж не имеет смысла делать. Чтобы камуфляж выглядел естественно, он подбирается под уровень глубины тона самих волос. Работая с камуфляжем бороды, нужно начинать с густых участков. Друзья, обратите внимание, благодаря заданной форме стрижки и текстуры ваши клиенты будут укладываться максимально легко. Любой кипиш, любая движуха будет хорошо ложиться на эту форму. Я знаю, вам понравилось это видео, поэтому ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео, и оставляйте свои комментарии. Будь с нами, будь с Диметриус.